Друзья, всем привет! Сегодня мы будем с вами сравнивать 12 адвент-календарей из Великобритании и будем ранжировать их от худшего к лучшему. Для меня было несколько удивлений этого года. Есть новички, которые раньше никогда не производили адвент-календари, поэтому будет интересно. Здесь вы можете прочитать критерии, которые я использовала для оценки календарей. Вы можете поставить на паузу и прочитать, а мы начинаем сравнение. Итак, последнее место – это календарь от Debenhams. Он получает всего 3 балла. Этот календарь содержит 24 продукта на общую стоимость 224 фунта при заявленной стоимости 280 фунтов. Хочу, конечно же, обратить ваше внимание, что компания может иметь другую методологию расчета продуктов, включенных в стоимость календаря. Но я и считала, так как обычный пользователь бы считал, если бы он искал эти продукты отдельно в интернете, чтобы купить. Поэтому у меня эта стоимость заявленная не получилась. Скидка, которая получается на продукты в этом календаре, составляет 60%. При этом за каждый потраченный фунт вы получаете продуктов примерно на 2 фунта. Также минимальное количество продуктов, составляющее 50% стоимости, в этом календаре 7. Это означает, что остальные 17 продуктов составляют еще 50% стоимости. Итого получается средняя стоимость продукта остальных 50% получается 6 фунтов 4 пенса. Далее, если посмотреть на сами продукты календаря, то мы увидим, что одинаковое количество продуктов, которые можно отнести к макияжам и к уходовой косметике, по 9 в каждой категории. При этом стоимость мейкапа на 10%. При этом стоимость мейкапа в этом календаре выше, 41% от общей стоимости календаря, тогда как уходовая косметика всего лишь 36% от стоимости календаря. И дополнительно нужно сказать, что дополнительные плюшки, так назовем их, аксессуары, я их здесь назвала категория 16%. И мы также можем видеть, что эти плюшки входят в те самые 7 топ стоимости календаря. И здесь мы можем видеть, что здесь есть и масло для ванны, и мини-кисть за 14 фунтов. Конечно, нельзя сказать, что этот календарь плохой, но просто по сравнению с другими календарями, которые мы с вами будем рассматривать, этому календарю я даю последнее место. Следующее место, 11 с 6 баллами, у нас занимает календарь от Sephora. В этом календаре прекрасное количество продуктов, 34, и при этом скидку, которую вы получаете на эти продукты, аж 79%. При этом этот календарь стоит 139 фунтов при заявленной стоимости 711 фунтов. Однако, как и в предыдущем календаре, я не смогла насчитать продуктов на такую стоимость. У меня получилось 652 фунта за продукты этого календаря. Поэтому за то, что заявленная стоимость не достигается, по крайней мере, по моим расчетам, мы снимаем балл однозначно. И за каждый потраченный фунт вы получите продуктов на 4 фунта 69 пенсов, что очень неплохо. Итак, минимальное количество продуктов, составляющие 50% стоимости календаря, здесь 10, и это больше, чем 25%. Таким образом, остальные 50% стоимости разделены между 24 продуктами, и средняя стоимость составляет 12 фунтов 8 пенсов. Далее, если мы посмотрим на непосредственно сами продукты, включенные в календарь, то здесь мы видим еще один большой жирный минус. Это то, что здесь целых 5 продуктов и 13% от стоимости календаря составляют продукты, которые можно отнести к категории очистителей для кожи. Это могут быть очистители для кожи. Это может быть гели для душа, например, или умыватели для лица. Но эти продукты, 13% это очень много. По моему мнению, любых очистителей не должно быть больше 10% в календаре. Но если мы посмотрим на наполнение самого календаря, то мы увидим еще один большой жирный минус, состоящий в том, что 18% этого календаря суммарно отводится на продукты, которые входят в категории либо плюшки, как аксессуары, либо очистители, например, гели для душа или умывалки для лица. И, конечно же, это очень много, но это 18% или более 100 фунтов. Хотели бы вы тратить больше 100 фунтов на такие продукты?
Поэтому так важно смотреть не только на общую стоимость календаря и соотношение к наполнению этого календаря, но также и какие продукты включены по какой стоимости, потому что иначе, если вы будете платить 50% только за очистители для лица, ну, я не уверена, что большинство из вас захочет покупать такой календарь. Итак, переходим к следующему, 10-му месту. Этот календарь от Fenwick получил 7 баллов по моей методологии расчета. В этот календарь входит 25 продуктов на общую стоимость 682 фунта. При этом заявленная стоимость этого календаря 700 фунтов. Опять мои расчеты отличились от расчетов производителя, поэтому я ставлю минус за это. Сам календарь стоит 195 фунтов, таким образом скидка на продукты в этом календаре составляет 71%, и за каждый потраченный фунт вы получаете продуктов на 3 фунта 50 пенсов. И здесь большой плюс этого календаря состоит в том, что минимальное количество продуктов, составляющее 50% стоимости календаря, 8, и это 32% от всего наполнения этого календаря. И это прекрасно, потому что это означает, что остальные 17 продуктов в среднем составляют стоимость 18 фунтов 2 пенса. Теперь, если мы посмотрим на непосредственно наполнение календаря, то мы увидим, что большая часть этого календаря – это уходовая продукция, и она составляет почти 60% стоимости этого календаря, 13 продуктов. Также в этот календарь входит целых 3 продукта, которые я могу отнести к очистителям, так называемым, но по стоимости они составляют всего 4% от стоимости календаря, поэтому претензий здесь абсолютно нет. И также 18% и целых 3 продукта можно отнести к категории парфюма. Также большой плюс этого календаря состоит в том, что в эти топ-8 продуктов не входят очистители. Мы здесь видим парфюм, мы видим уход за кожей, поэтому с этой точки зрения все хорошо. То есть этот календарь попал в нижнюю часть рейтинга практически из-за всего пары вещей, из-за того, что действительно не совпала заявленная стоимость наполнения, обманывать нехорошо, не надо так делать, и из-за того, что за каждый потраченный фунт вы получаете всего 3,5 фунта, и это гораздо ниже того, что предлагают другие календари. Следующий календарь получает 7 баллов и 9 место, и это календарь от House of Fraser. В этом календаре всего 25 продуктов, и стоит он 125 фунтов. При этом заявленная стоимость продуктов, включенных в этот календарь, 406 фунтов. И ура, наконец-то в этом календаре я смогла насчитать продуктов на 461 фунт, что гораздо выше, чем его заявленная стоимость. И скидку при этом вы получаете 73%, и за каждый потраченный фунт вы получаете 3 фунта 69 пенсов. И за каждый потраченный фунт вы получаете 3 фунта 69 пенсов. Минимальное количество продуктов, составляющее 50% стоимости календаря, здесь 7. И это прекрасно, потому что это больше 25. Таким образом, оставшиеся 50% стоимости у нас разделены между 18 продуктами, дающие среднюю стоимость за продукт 12,6 фунтов. Далее, если мы посмотрим на сами продукты в этом календаре, то мы увидим, что огромный жирный минус этого календаря состоит в том, что в нем включены 4 продукта, которые я могу отнести к категории очистители, и они составляют 15% стоимости этого календаря. Мы это осуждаем и не одобряем. Но в целом основное наполнение, которое мы ожидаем, уходовая косметика и предметы макияжа, здесь составляют 43 и 34% от стоимости календаря соответственно. И это прекрасно, это практически больше, чем на 359 фунтов. И если мы посмотрим также на непосредственно самые дорогие продукты, то мы увидим, что большинство из них составляет уходовая косметика. И опять же мы видим здесь огромный жирный минус, который состоит в том, что в него включен продукт, который я отношу в категорию очистители. И это какой-то люксовый гель для душа, который стоит 34 фунта. Осуждаем, не одобряем. Я считаю, что очистители не должны входить в самые дорогие продукты в календаре. Ну, это мое личное мнение. Конечно, вы можете быть с ним не согласны.
Итак, 8 место. И на 8 месте у нас находится календарь от Liberty, и который получает от меня 7 баллов. Итак, в этом календаре целых 30 продуктов на общую стоимость, заявленную 1065 фунтов, однако у меня получилось рассчитать этих продуктов всего на 970 фунтов, что почти на 100 фунтов меньше, и это огромный жирный минус с моей точки зрения. Однако стоимость этого календаря всего 245 фунтов. Это означает, что вы получаете все равно продукты со скидкой 75%. И за каждый потраченный фунт вы получаете продуктов на 3 фунта 96 пенсов, что ниже, чем в других календарях. И именно поэтому тоже это повлияло на его место в моем личном рейтинге. Минимальное количество продуктов, составляющие 50% стоимости календаря, здесь 8. И это больше 25%, это 27% от количества продуктов в календаре. Это означает, что оставшиеся 50% стоимости разделены между 22 продуктами со средней стоимостью за продукт 21,9 фунтов. И если посмотреть на содержание самого календаря, то здесь мы видим, что этот календарь категорически настроен на уходовую косметику. Это нормально, конечно же, потому что некоторые календари более специализируются на косметике, некоторые более на уходовой косметике, поэтому это вполне нормально, если вы хотите получить... Если вы хотите попробовать хорошие люксовые уходовые продукты, то вам наверняка может понравиться этот календарь с учетом всех тех особенностей, о которых я рассказываю. Также можно заметить, что в этом прекрасном календаре всего один продукт, который можно назвать очистителем, и он, конечно же, не входит в список самых дорогих продуктов, составляющих 50% стоимости календаря по цене. И это прекрасно. Спасибо большое, Liberty. Итак, на 7 месте с 7 баллами находится один из самых популярных бьюти-календарей Look Fantastic. Стоит этот календарь 95 фунтов, и в нем содержится 25 продуктов на общую заявленную стоимость 500 фунтов. И ура, спасибо Look Fantastic, действительно я смогла насчитать продуктов на 507 фунтов. Таким образом, вы получаете эти продукты со скидкой в 81%. Это великолепно. И почему он тогда находится так низко, практически в середине рейтинга? Сейчас мы с вами обязательно к этому подойдем. Ведь даже посмотрите, за каждый потраченный фунт вы получаете продуктов на 5 фунтов 34 пенса. И это огромная сумма. Давайте посмотрим, почему все-таки я его немного занизила в рейтинге. Потому что, в первую очередь, если мы посмотрим на минимальное количество продуктов, составляющие 50% стоимости календаря, то их всего 5. Это всего 20%. Это один из самых низких по этому пункту календарей в моем рейтинге. Это означает, что 20 продуктов оставшихся разделяют 50% стоимости также. То есть получается, что в среднем продукт будет стоить 12,85. И еще один огромный, большой, жирный минус мы видим сразу же, если мы посмотрим на наполнение этого календаря. Здесь 46%, почти половину занимают продукты, которые являются либо различными очистителями, либо аксессуарами. Мало того, что их так много, 9 из 25 продуктов в этом календаре либо аксессуары, либо очистители. Но также мы видим 2 очистителя в 5 продуктах самых дорогих. Мы видим, что у нас 2 скраба на общую стоимость 100 фунтов. Вы тратите 100 фунтов на 2 скраба из этого календаря. Ну, поэтому, конечно же, это очень сильно расстраивает. И несмотря на то, что сначала мы смотрим, как прекрасно, какая большая скидка, какое большое value вы получаете за каждый потраченный фунт. Но в итоге, когда мы смотрим на сами продукты, я, конечно, была просто шокирована и разочарована. И именно поэтому, конечно же, этот календарь не может занимать верхние строчки в моем рейтинге. Итак, 6 место. 6 место и 9 баллов получает календарь от Space NK. И здесь тоже огромное количество продуктов, 31 продукт. Стоимость этого календаря 215 фунтов.
А заявленная стоимость продуктов в этом календаре 770 фунтов. И ура-ура, аплодисменты Space NK. А я тоже смогла насчитать стоимость продуктов в этом календаре на 782 фунта. Таким образом, скидку, которую вы получаете на эти продукты в этом календаре, 73%. И за каждый потраченный фунт вы получаете продуктов на 3 фунта 64 пенса, что, опять же, ниже, чем в других календарях, и поэтому тоже он не занимает самые топовые места. Одна из причин. Минимальное количество продуктов, составляющее 50% стоимости, здесь 8. Это 26%, чуть больше 25%. Это означает, что остальные 50% стоимости разделены между 22 продуктами, дающие в среднем стоимость за продукт 17,8 фунтов. Далее, если мы посмотрим на само наполнение, то здесь все выглядит прекрасно. Мы видим, что здесь 6 продуктов, которые можно отнести к макияжу, 20%, 20 продуктов уходовая косметика с общей стоимостью на 73% от стоимости всего календаря. Очень небольшое количество очистителей, всего 2, и их стоимость не превышает 3% от стоимости календаря. Спасибо большое, Space NK. И также в этих самых дорогих продуктах мы видим, что отсутствуют различные очистители, и это тоже прекрасно. Спасибо большое, Space NK. На 5-м месте уверенно поселился календарь от John Lewis с 9 баллами. Почему 9 баллов также получил Space NK, но John Lewis выше в рейтинге? Потому что за каждый потраченный фунт в этом календаре вы получаете гораздо больше. Вы получаете продуктов на 4 фунта 32 пенса в сравнении с календарем из Space NK, где вы получаете всего лишь 3,64. То есть это гораздо больше. Но теперь о календаре John Lewis. Стоимость этого календаря 179 фунтов, в него входит 27 продуктов, и общая заявленная стоимость этих продуктов 771 фунт. Большое спасибо, John Lewis, я смогла насчитать стоимость продуктов в этом календаре на 773 фунта, почти фунт в фунт, и это прекрасно. Минимальное количество продуктов, составляющие 50% стоимости, здесь 7, и это 26%, что чуть больше 25%. Это означает, что оставшиеся 50% стоимости этого календаря разделены между 20 продуктами со средней стоимостью в 17,9 фунтов. И если мы посмотрим на наполнение, то здесь также мы видим, что здесь целых 3 продукта на общую стоимость чуть больше 100 фунтов отдается различным аксессуарам, например, свече. И общая стоимость таких аксессуаров, плюшечек, составляет 14% от общей стоимости всего календаря. Этот календарь довольно-таки сбалансирован, потому что здесь есть, несмотря на то, что здесь есть целых 5 очистителей, их общая стоимость не превышает 8% от общей стоимости календаря. А уходовая косметика также 54% от стоимости календаря, целых 10 продуктов. И непосредственно продукты для макияжа, 5 продуктов, включая, конечно же, почти в каждом календаре сейчас палетки от Charlotte Tilbury, 14% от общей стоимости календаря. Поэтому прекрасный календарь, и мы уже видно, что по качеству этих календарей мы уже приближаемся к верху нашего рейтинга. Следующий календарь на 4-м месте, почти уже мы выходим в лидеры, это календарь от Next. В этом году он стоит 85 фунтов, в него входит 25 продуктов на общую заявленную стоимость 309 фунтов. Однако, по моей расчетной стоимости, сюда входит продуктов на 371 фунт. И это великолепно. Next, спасибо тебе большое. Таким образом, скидка на продукты в этом календаре составляет 77%, а за каждый потраченный фунт вы получаете продуктов на 4 фунта 37 пенсов. Минимальное количество продуктов, составляющее 50% стоимости календаря, здесь 7, это больше 25%, что означает, что оставшиеся 50% стоимости календаря разделены между 18 продуктами со средней стоимостью 10 фунтов 2 пенса. И само наполнение великолепное, сбалансированное. Мы видим, что у нас здесь 7% парфюма. Здесь также есть очиститель 1 на общую стоимость 10 фунтов, что меньше, чем 3% от стоимости календаря. И распределение стоимости великолепное. 9 продуктов уходовой косметики, что почти 38% от стоимости календаря.
Здесь, конечно, они немножко, видимо, зажали, но можно было немножко побольше. Все-таки я считаю, что от 40% должно быть уходовой косметики, но зато они очень хорошо вложились в продукты именно косметические, которые составляют 41% от стоимости календаря, либо 151 фунт, и таких продуктов целых 10. И если вы хотите попробовать какие-то прекрасные именно косметические продукты, то этот календарь абсолютно точно для вас. Здесь есть и тушь от Clarins, и также здесь есть палетка от Iconic. Поэтому это великолепный календарь, заслуженно выходящий в лидеры уже второй год. Ура, третье место. И оно по праву достается календарю от Marks Spencer с 10 баллами. Это великолепный календарь, который стоит всего 40 фунтов, но заявленная стоимость его наполнения на 300 фунтов. Несмотря на то, что я не смогла насчитать 300 фунтов, всего 292, за что мы, конечно, сняли балл, и, видимо, поэтому он не занимает более высокие позиции, все равно скидка, которую вы получаете на эти продукты, составляет 86%. И это абсолютно великолепно. За каждый потраченный фунт, таким образом, вы получаете 7 фунтов 31 пенс. Это просто вау. Всего в календарь входит 25 продуктов. Минимальное количество продуктов, составляющие 50% стоимости календаря, здесь 6, и это меньше, чем 25%. Это означает, что оставшиеся 50% стоимости разделены между 19 продуктами со средней стоимостью 7,5 фунтов. И если мы посмотрим на распределение стоимости, то мы увидим, что почти 50%, 10 продуктов здесь уходовой косметики, 5 продуктов косметических продуктов, то есть, например, макияжа, 6 продуктов по уходу за волосами, 2 продукта, которые я вношу в категорию очистителей, но они всего занимают 2% стоимости самого календаря. И здесь даже есть парфюм, поэтому это великолепное наполнение. И мы видим, что даже в самых топовых продуктах, в этих 6, отсутствуют очистители. То есть тоже цена не была как бы за счет таких не очень важных продуктов набрана. Это просто великолепно. И посмотрите, какие прекрасные продукты. Крем от кругов под глазами от Ren. Вы можете видеть, что здесь также есть тушь от Clinique. Ну, то есть, это великолепный, потрясающий календарь всего за 40 фунтов. Это просто вау. Итак, серебряная медаль у нас уходит к календарю Cult Beauty. Он занимает второе место с 11 баллами. Итак, стоимость этого календаря 235 фунтов с заявленной стоимостью 1000 фунтов, более 1000 фунтов. С расчетной стоимостью 1070 фунтов по моим расчетам. Этот календарь содержит 37 продуктов, и итоговая стоимость, которую вы получаете за эти продукты, 78%. За каждый потраченный фунт вы получаете продуктов на стоимость 4 фунта 55 пенсов. Великолепно, не так ли? Минимальное количество продуктов, составляющие 50% стоимости, здесь 10, и это 27% от общего количества продуктов в календаре. И это означает, что оставшиеся 50% разделены между 27 продуктами со средней стоимостью 18,48 фунтов. Далее, если мы посмотрим на наполнение этого календаря, то здесь все выглядит, конечно же, великолепно. Здесь 21 уходовый продукт с общей стоимостью 771 фунт, и что составляет 72% от общей стоимости календаря. Здесь всего 10% от стоимости этого календаря уделено продуктам косметическим, которых здесь в этом календаре всего 5, на общей стоимости 111 фунтов. Здесь также присутствует 7 продуктов ухода за волосами на общую стоимость 86 фунтов, что составляет 8% от стоимости календаря. Здесь также есть всего лишь один очиститель для кожи. Спасибо большое, Cult Beauty, что составляет всего 14 фунтов. Здесь также присутствует 2 аксессуара на общую стоимость 61 фунт и также один парфюм стоимостью 27 фунтов. Конечно же, здесь есть продукты, которые есть в большинстве других календарей. Это Charlotte Tilbury с ее палеткой Bigger Brighter Eyes in Exaggerate. И также здесь есть, куда же без него, Августинас Бадер.
Это великолепный календарь и highly recommend, если вы до этого не пробовали этот календарь в прошлом году. Если же вы в прошлом году покупали другие какие-то адвент-календари, то я бы порекомендовала сравнить те продукты, которые были в прошлый раз, которые есть в этом году. Ну, например, Августинус Бадер и какие-то другие продукты, которые достаточно имеют высокую стоимость. Хотели ли бы вы повторения этих продуктов, например, в этом календаре? Готовы ли вы за них платить? Итак, барабанная дробь, мы переходим к первому месту, и это новичок в этой категории. Это первый календарь, который был выпущен Харви Николс, и это просто великолепие. Этот календарь стоит 250 фунтов, и его заявленная минимальная стоимость 1200 фунтов. Я насчитала продуктов в этом календаре на 1274 фунта, и это восторг. В этот календарь входит 39 продуктов. Таким образом, вы получаете скидку в 80%. И за каждый потраченный фунт вы получаете продуктов на 5 фунтов 9 пенсов. Минимальное количество продуктов, составляющие 50% стоимости календаря, здесь 9. И это означает, что оставшиеся 50% от стоимости календаря разделены между 30 продуктами. И в среднем это составляет 19,8 фунтов за продукт. И это абсолютный лидер даже по этому параметру. Давайте посмотрим на само наполнение. Здесь есть всего один продукт, который я поместила в категорию очистителей, и его стоимость всего 1% от стоимости календаря. Все остальное – это восторг. Этот календарь содержит 8 косметических продуктов на общую стоимость 137 фунтов, и это 11% от общей стоимости календаря. 15 уходовых продуктов на общую стоимость 505 фунтов, и это 40% от общей стоимости календаря. Здесь также есть один уходовый продукт за волосами, 3 продукта, которые я оценила как аксессуары, плюшки дополнительные, и они тоже составляют всего 4%. Великолепно. Здесь есть приятное дополнение в виде 6 продуктов парфюма на общей стоимости 140 фунтов, и это 11% от стоимости календаря. Но также, что интересно, что в этом календаре, в отличие от всех остальных, есть дополнительная категория продуктов, которую я назвала ваучеры. И здесь всего 5 ваучеров на общую стоимость 310 фунтов, что составляет 24% от стоимости календаря. И здесь мы можем поспорить, насколько мы можем тогда оценивать этот календарь настолько высоко, если 24% его стоимости составляют ваучеры. Но если мы посмотрим на сами ваучеры, то с моей точки зрения это абсолютно оправдано, потому что, например, там один из ваучеров – это самый дорогой продукт по стоимости этого календаря, 150 фунтов. Это на уходовую процедуру от La Prairie. А мы знаем, что La Prairie – это один из самых дорогих уходовых брендов, поэтому я считаю, что это великолепная возможность получить приятную уходовую процедуру для лица. Второй по стоимости дорогой продукт, который мы можем видеть в этом календаре, это кондиционер для роста ресниц. И он стоит 110 фунтов. Еще одной особенностью этого календаря является количество люксовых продуктов, которые вы можете попробовать с такой огромной скидкой. Сюда включены и La Mer, La Prairie, Sarah Chapman, Sunday Riley, Fenty Beauty, Charlotte Tilbury, Hourglass, La Perla, Acqua di Parma. Это просто восторг. Здесь целых 2 продукта от Maison Kurkdjian, от Baccarat Rouge. Один является экстрактом, другой просто парфюмом. Таких продуктов я не видела ни в одном адвент-календаре. Это безусловный лидер среди адвент-календарей этого года. Хотела не спойлерить, но мы будем с вами смотреть распаковку этого календаря вместе. Спасибо, что посмотрели. Расскажите, какой ваш любимый календарь в этом году. Это абсолютно нормально, если наши мнения по поводу календарей не будут совпадать. Вероятно, я сделала какие-то ошибки в пересчетах. Пожалуйста, напишите, если вы заметили какие-то ошибки. Я буду только рада учесть ваши комментарии в следующих видео. Спасибо большое за просмотр, и я надеюсь, что я помогла вам сделать выбор в пользу вашего адвент-календаря этого года.